Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. В этом ролике мы поговорим об экспресс-методе укрепления натуральных ногтей при помощи акриловой пудры. Данная техника очень полюбилась мастерам за скорость выполнения, а также возможность получить дополнительную прибыль. Легкая технология, которая сохранит ногти ваших клиентов длинными без сломов. Вам подойдет абсолютно любая акриловая пудра, желательно, чтобы она была мелкого помола. Давайте посмотрим, как это выполнить на ногтях модели. Обязательно подпишитесь на наш канал, ставьте лайки. Поехали! Ко мне пришла модель, сейчас я буду выполнять снятие покрытия. Здесь было акриловое укрепление, работа не моя. После этого я выполню аппаратный маникюр. Как его выполнять, вы можете посмотреть здесь. Ну что, давайте приступать к работе. Придаю форму свободному краю, в данном случае у нас форма овально-миндальная. Так как покрытие акрилом было достаточно объемное, сейчас остатки акрила я убираю при помощи пилочки. Обработаю птериги и приподниму кутикулу при помощи насадки пламя, диаметр 0,23. Срез кутикулы выполню при помощи алмазной насадки шар, диаметр 0,33 с синей насечкой. Укрепление акриловой пудры является экспресс-методом укрепления. Почему? Акриловая пудра не вступает в химический контакт с базовым покрытием. Если у клиента все-таки ногти ломаются и с укреплением акриловой пудрой, тогда рекомендую вам укреплять ногти твердыми материалами, например, гелем, акрилом или полигелем. Конечно, такой метод очень любят в салонах мастера, так как он выполняется крайне быстро. Первый способ, когда мы с вами окунаем пальчик во флакончик с акриловой пудрой. Второй способ, когда мы поверхностно посыпаем пудру. И третий способ, когда мы замешиваем отдельно базу вместе с акриловой пудрой и уже готовую консистенцию выкладываем на ноготь. Свое предпочтение в работе я всегда отдаю акриловым пудрам марки Harmony. Именно на них я и выступала на конкурсах. Они имеют мелкий помол. Рекомендую пудру именно с мелким помолом, не с крупным, так как он будет иметь лучшую сцепку с поверхностью и не будет отслаиваться. То есть пудра может быть абсолютно любой, может быть даже и самый дешевый, но обращайте внимание на размер помола, должен быть самый мелкий. Также пудры имеют различные оттенки, например, камуфлирующие пудры, имеющие розоватый оттенок, прозрачные, либо прозрачно-розовые. У моей модели тонкие ногти, и даже когда мы выполняем выравнивание ногтевой пластины, все равно гель-лак отслаивается с торцов. Поэтому было принято решение выполнить укрепление акриловой пудрой. Сейчас я обезжирю ногтевую пластину, нанесу базу и далее пудру. Если вы сомневаетесь в носибельности своей базы, вы можете предварительно нанести праймер для лучшей сцепки. Обезжириваю ногтевую пластину. База у меня марки On IQ, называется Одиссей, обладает повышенной стойкостью. Наношу базу на ногтевую пластину, при этом отступая от кутикулы несколько миллиметров. Если бы я наносила базу близко-близко к кутикуле, то потом впоследствии мне было бы проблематично покрывать цветом. Акриловая пудра искажала бы цвет, поэтому я отступаю от кутикулы также для того, чтобы не создать излишний объем материала. Использовать буду камуфлирующую пудру Harmony. Окунаю несколько раз пальчик во флакон. Излишки пудры убираю обратно в баночку.
Жду несколько секунд для того, чтобы пудра пропиталась в базовое покрытие. И отправляем на просушку в лампу на 30 секунд. С помощью жесткой щеточки уберу остатки акриловой пудры, ее излишки. И теперь буду выполнять выравнивание базой On IQ. Смотрим на блик. Если он ровный, то отправляем в лампу на 30 секунд. Очень быстрый способ, именно поэтому его так любят мастера. Сейчас разберем следующий, второй способ, когда я буду посыпать акриловую пудру на базу. Наносим базу по тому же принципу, отступая несколько миллиметров от кутикулы. У кутикулы ноготь у нас не подвижен, поэтому он не нуждается в таком тщательном укреплении. Слой у меня средний, не тонко и не толсто. Посыпаю на ноготь акриловую пудру. Несколько раз посыпаю, чтобы пудра пропиталась полностью в базовое покрытие. Излишки также убираю в баночку. Отправляем в лампу на 30 секунд. Если вы не умеете выполнять выравнивание ногтевой пластины, или, например, клиент отказывается, или по времени не успеваете, тогда допускается еще дублирование одного слоя с укреплением акриловой пудры. Сейчас я вам покажу. Убираю остатки щеточкой. Снова наношу средний слой базы. Следите за тем, чтобы слой был равномерным. И вновь посыпаю акриловой пудрой. Убираем излишки. Отправляем на просушку в лампу. Остатки убираю при помощи щетки. Видим, что ноготок уже стал намного тверже, не так сильно изгибается, как просто натуральный ноготь. И снова выполняем тонкое покрытие базой. Либо вы можете выполнить выравнивание ногтевой пластины. Отправляю в лампу на просушку. Третий способ, когда мы с вами будем смешивать базовое покрытие с акриловой пудрой. Такая техника актуальна, если есть какие-то небольшие трещинки, сломы. Посмотрите, как в моем случае у модели. На подготовленную палитру ставлю каплю базового покрытия. База может быть любая, которая вам удобна по консистенции. Набираю небольшое количество акриловой пудры, сыплю рядом с базой. При помощи апельсиновой палочки смешиваю базу с акриловой пудрой до получения такой кашеобразной консистенции. Если вы хотите, например, достроить недостающий уголок, то консистенция должна быть более густой. Если просто укрепить ноготочек, то консистенция более жидкая. Смешивал материал при помощи апельсиновой палочки для того, чтобы кисточка не забивалась. Кисточка может быть также любой, старый, пушистый, ненужный, какая вам первая попалась под руку. Набираю материал. Выкладываю на свободный край, так как это самая подвижная часть ногтя, и распределяю. Закладываю нашу неровность, дырочку. Границу между натуральным ногтем и материалом свожу на нет и распределяю на свободный край. Кстати, это отличная альтернатива жестким гелем либо моделирующим материалом для приподнятия клюнувшего свободного края. Посмотрите, я сейчас материал наношу обильно на свободный край, после чего мы можем приподнять клюнувший кончик ногтя при помощи твердосплавной насадки. Хорошо распределяю материал. Убеждаюсь, что дырочка заложена, что ее больше нету. После этого отправляем в лампу на просушку. Снимаю липкий слой с базы. Опиливаю свободный край. Теперь кладу ноготок клиента на бочок и поднимаю опустившийся кончик, заводя пилку под ноготок. С одной стороны. Кончик поднимаю и параллель с другой стороны. После этого получившуюся толщину мы выпилим насадкой. Обезжириваю и выполняю выравнивание ногтевой пластины. Смотрим на блик, отправляем в лампу на 30 секунд.
Ну что ж, вот мы выполнили укрепление акриловой пудры 3 различными способами. Напишите, какой вам больше понравился или который вы уже используете в работе, либо напишите свой способ, о котором я вам не рассказала. Мы разобрали с вами 3 способа укрепления натуральных ногтей при помощи акриловой пудры. Напоминаю, что база не вступает в химический контакт вместе с акриловой пудрой. Поэтому, если вдруг вы видите проблему в носке укрепленных ногтей пудрой, то я рекомендую вам выбрать более жесткие, твердые системы. Например, акрил, гель или полигель. Как укрепить ногти гелем, вы можете посмотреть здесь. Обязательно включайте колокольчик для того, чтобы не пропустить новые уведомления. Всем счастливо, всем пока-пока!